Горелся просто нешуточный скандал. Вот моей подписчицы. Боже мой, сколько всего она купила. И пишут девочки, ну просто всякую херню, не знаю, где дома, где на диване лежат. Так, и девочки, я в прошлом видео сказала, что в целом я чувствую груз ответственности за всех своих животных. Вот, за котиков, ну что, блин, ну, одно дело, знаете, самой как-то уехать в другую страну, совершенно другое дело, и другая степень ответственности, когда ты, типа, с 4 животными. И мне мои любимые подписчицы скинули денежки, вот, я оставляла PayPal, в общем, и в итоге я заказала самое необходимое сейчас на первое время. Это вот такой вот большой наполнитель, я не знала на самом деле, что он большой, он стоил 37 злотых. И вот этот вот специальный корм против аллергии Purina Life Clear. И вот такой вот корм Кашида, он очень такой... Ну, недорогой, он в супермаркетах продается. В общем, мне кажется, что это какой-то корм, ну, вот типа вискас или что-то такое. Поскольку вот этот корм как бы специально, он достаточно дорогой, он стоил 72 или 75 злотых, то, ну, как бы, если я буду 4 котов кормить им постоянно, то я просто разорюсь. Поэтому вот этот корм, он как бы, ну, домешивается просто в этот. Вот, и котики сегодня кушали с большим удовольствием, поэтому, девочки, спасибо всем большое, кто мне помог купить корм. Вот, еще я жду там посылочку от некоторых девочек, которые захотели мне отправить посылку, обязательно все покажу, расскажу. Но вообще вы меня очень сильно выручили. Я никогда не думала вообще, что YouTube меня сможет выручить в такой ситуации. В общем, девочки, вы самые лучшие. Спасибо вам большое всем, кто мне скидывал денежки. Я не знаю, просто я не, ну, все, кто меня давно смотрит, я видела, что там уже в комментах разгорелся просто нешуточный скандал. Но, девочки, все, кто меня давно смотрит, все прекрасно знают, что я никогда там никаких ни giveaway не делала. Никаких там, блин, знаете, из ряда подпишитесь, приведи 10 спонсоров и так далее. Ну, как бы я никогда не делала никакой рекламы. Если реклама какая-то была, то ее как бы за все ведение моего канала просто, ну, типа, сколько на этом была эта реклама? 5 раз. Вот, поэтому я никогда ничего не просила, никогда не открывала там донаты и так далее, поэтому... Спасибо большое, что вы меня выручили в такой ситуации. Очень приятно, что все девчонки, которые мне писали и так далее, это все, кто помогали, это мои давние подписчицы, реально, девочки. Я всех вас знаю уже по аватарке. Вот, и что вы меня так сильно выручили и помогли моим котикам. Потому что в такой ситуации, на самом деле, ну... Мы просто обмучились, пока мы нашли квартиру, в которой можно с животными. Вот, я думаю, вы знаете, те, кто хоть раз снимал квартиру, не жил в ЖС, он знает, какое это вообще большое мучение, когда ты без собственного жилья, это еще с животными, или прятать этих животных как-то от хозяйки раз в месяц, или что. Нам, слава богу, повезло, что мы через знакомых сняли квартиру, в которой нас пустили с животными, вот. Поэтому... Очень сильно вас благодарю. Буду дальше показывать посылочки и покупки еды для котиков. Вот. И я еще хочу купить мокрый корм, но на сайте решила не заказывать. Это на сайте заказала, вот, потому что тут этот наполнитель был. Вот, потому что в целом у меня коты едят мокрый корм обычный. Вот, сейчас они, ну, едят, короче, типа и собачий, и кошачий. Сейчас у нас праздники, позже все закрыто, вот. Но так я планирую пойти в супермаркет и купить им какой-нибудь Феликс. Они у меня в Киеве Феликс ели, и вот этот вот корм Purina. В общем, купить еще мягкие паучи. Вот, и в принципе у них все будет. Поэтому вот конкретно вот этого вот им где-то, ну, около месяца хватает, может быть, немножко больше. Нет. На вот такой вот древесный, просто потому что он экономный, он не пахнет, он самый дешевый. Кстати, в котячих приютах всегда используется вот такой вот наполнитель. Ну, такие гранулки древесные. Тут, видите, на фотографии тут хомячки, котики, кролик и попугай. Не знаю, конечно, зачем попугаю такое вот наполнение. Никогда у меня не было попугая, но тем не менее. А вот и котики. Это Фредка. Это моя самая любимая кошечка. Вот, самая нежная.
Видите, какой ласковый? Его просто только начинаешь трогать, все. Он уже просто весь счастливый. Единственное, что вот у нас из-за перенесенного стресса, из-за всего, я не знаю, что, конечно, делать. У нас есть мазь, короче, Санадерм, это украинская. Она не очень, конечно, эффективная. В общем, у него на ушках, у него очень слабый иммунитет у этого кота. Он всегда чуть что не так болеет. Мы пока в Польшу добирались, это, в общем говоря, 3 дня, не 3 дня в переноске, но, в общем, у него на ушках как будто маленький такой лишайчик вылез. Я не знаю, как в Польше с этим делом, могу ли я где-то в ветаптеке что-то заказать или нет коту. Ну, в общем, вы напишите, но, в общем говоря, нам нужен какой-то спрейчик от лишая. Вот, у него в детстве еще такое было, вот, когда я его только подобрала, то был у нас лишай. А это Молик сидит. Маляш! Это для тех, кто не знает или первый раз смотрит меня, это, в общем говоря, котик-инвалид. Вот, у нее что-то типа ДЦП. В общем, она плохо ходит, но при этом она сама кушает, то есть она сама может передвигаться. Вот, единственное, что она плохо как бы ходит. Но она вообще абсолютно ласковая, абсолютно обычная кошка. Как Маляшек появился, в общем, его мама, когда она была котенком, кошка-мама родила котят на крыше мафа, такого типа ларька, киоска. Вот, всех котят она спустила, а Маляша забыла. Она там была 2 суток, видимо, хотела кушать и хотела к маме, упала и, в общем, то ли позвоночник повредила, то ли голову. В итоге, когда она ходит, она очень плохо ходит. То есть, как бы, ну вот как человек с ДЦП. Вот, но при этом она вообще абсолютно восхитительная кошка, очень ласковая, добрая. Вот, видите, как трется. Вот такой Маляш, сладкий, очень ласковый. Да, Малик? Так что, девочки, я вам безумно благодарна. Остальные котики, не знаю, где они, короче, где они находятся. Где-то есть, где-то бегают или прячутся. Вот, но вы, ну, меня просто очень сильно помогли, девочки. Спасибо вам большое. Просто хотела сначала поблагодарить, отправить, ну, не знаю, в качестве благодарности, знаю, что так многие блогеры делают, отправить, ну, написать как бы ники людей, которые мне помогали, а потом я подумала, ну, может быть, девочки как-то не хотят, чтобы про это знала или что-то еще. В общем, да, я типа постеснялась как-то, знаете, типа писать ники людей, которые мне помогли, поэтому выражаю благодарность персонально всем и каждому, вот, безусловно, я всем ответила сообщения, поэтому спасибо, девочки, мои подписчицы, вы меня очень поддержали в трудный момент. Вообще уже, знаете, была в удрученном состоянии, потому что одно дело, когда ты один куда-то поехал, да, и совершенно другое, когда у тебя животные, опять же, да, вот сейчас я узнала информацию о том, что есть там варианты там по работе в других европейских странах и так далее, но опять же у нас все привязано к животным, потому что невозможно, точнее, на текущий момент невозможно по старым ценам снять жилье в Европе где-то, да, соответственно, из-за большого наплыва новых людей, естественно, да, рынок недвижимости, он не стоит на месте, он как бы ползет вверх, цены ползут вверх, поэтому, ну, без животных, конечно, было бы легче, я это прекрасно осознаю, но это не потому, что я там хочу, чтобы их не было или что-то такое, нет, я, естественно, за котиков несу ответственность, все, с ними все будет хорошо. Вот, и спасибо, что мне помогаете в такую тяжелую минуту. Я когда записывала это видео, знаете, жаловалась. Мне в ту минуту было так тяжело, так как-то, знаете, ну, очень одиноко. Помогли. Более того, я просто не ожидала этого. И мне так приятно. В общем, спасибо вам, девочки, большое. Буду вам показывать еще, да, вот сейчас магазины откроются, я пойду еще для котиков закуплю корм на будущее, вот. Да, то, что я начала говорить, что там, типа, в комментариях, типа, разгорелась, что чуть ли не, боже ты мой, я прошу последнюю копейку у кого-то отбираю, понятное дело, что помощь делать добровольная, вот, и смотрит, и я никогда не проводила там, знаете, вот как очень многие блогеры, там не зарабатывала на своей аудитории, то есть все равно для меня YouTube это скорее отдушина, вот, больше, что очень-очень-очень сильно у всех, типа, упали там доходы, да, типа, с YouTube и так далее.
вот, то для меня YouTube остается, как бы, знаете, такой вот отдушный, как, в принципе, он был раньше. Никогда там не зарабатывала на своей аудитории, не просила донаты там мне на какой-то, я не знаю, дорогие сумки или что-то еще. Поэтому мне очень приятно, что у меня есть девчонки, которые меня могут поддержать. Я думала, что в моей жизни уже все налажено. Ну, видите как, не знаю, я стараюсь со всем справляться. Я учу язык. Я учу польский, по поводу работы не хочу пока что ничего говорить, чтобы не сглазили, вот, но поверьте мне, я вот в те дни, когда я не выкладываю видео, я не сижу без дела. Вот, поэтому обязательно вам расскажу там про результаты собеседования, про разные компании, в которые я ходила, вот, но с работой не так все просто, и вот то видео, которое я записала по поводу того, что ты должен для салона заработать $5000 ежемесячно. Ну, скажем так, это были вот те условия, которые мне предлагали, это были еще неплохие условия. Вот, но я обязательно сделаю большой выпуск про работу. Вот, сейчас у меня есть несколько намеченных вариантов, с которыми я работаю. Вот, и поделюсь с вами обязательно всем в ближайшем видео. Так, в общем, показываю вам наш ужин. Это макароны вот эти, которые нам дали гуманитарной помощи. С сыром мы немножко добавили. И вот так выглядит, ну не знаю, насколько для вас это презентабельно. Для меня очень презентабельно. Не смотрите на грязную плиту. Мы ее завтра почистим. В общем, вот так выглядит этот соус. Все жду. Я просто знаю, на ютубе, очень не любят, когда показывают, как еду готовят. Вот, у всех такое впечатление, что дома живут повара с звездами Мишлена. Вот, но... Мне будет интересно, что вы скажете. Ну, такое вот простое блюдо из тех продуктов, которые нам давали. Вот, плюс мы немножечко докупили то, что я вам показывала. Поэтому вот так. Сейчас еще дорежу овощей и будем кушать. Вот еще, кстати, Асюк. Астика. Вот, это она, вот это рыжий Фредик. Это братик и сестричка. Я их вместе подобрала, когда они котятами были. Думаешь? Нет, они все красивые. Но Ася просто такая пушистая очень. Кошка. Любишь Аська? Девочки, я приехала в супермаркет для того, чтобы купить еду и в том числе купить для котей кучу всего. Мы в этот раз решили пойти в исконно, скажем так, польский супермаркет. В общем, супермаркет, где торгуют преимущественно продуктами, которые, я так поняла, выращены или произведены в Польше. Вот, здесь на акции была такая примечательная, что... Вот, ну вот неплохая такая. Вот эта штучка стоит злотый 69. Я очень люблю просто редиску. Сейчас мы посмотрим, какие можно купить, короче говоря, овощи, потому что мы в основном за овощами пришли. И вот это очень популярные польские салаты. Такая вот капуста какая-то маринованная. Я такое не очень люблю. Вот, но сейчас посмотрим, какие овощи тут можно купить. Но я вот за фруктами очень соскучилась, наверное. Не знаю, что брать, яблоки или завтра где-то? Найдем. Так, нектарины, видите, ну, типа дороговато, честно говоря. Нектарины стоят. Я очень люблю летом нектарины. Вот такой вот кошек можно купить за 100 гривен, получается. На гривну это за 100 гривен. Сливки есть. Сливки, ну, где-то по 80 гривен. У нас они тоже столько стоят в Украине. Да. Или завтра найдем. Груши есть. Вот я лучше вместо яблок, я лучше возьму сейчас груш. Ну, в общем, такие базовые вещи. Единственное, что тут бананы дешевые. Бананы стоят, смотрите, как груши, при том, что бананы, видите, написано с Эквадора. На гривны 6,7. Это сколько будет? 6,7.
Блин, я не очень помню таблицу умножения, девочки. 42 гривны бананы, ну почти как в Киеве стоят. В общем, сейчас грушек таких наберу, они мягкие, я обожаю груши, готова съесть просто килограмм. Хотела показать, я знаю, что сейчас нам знакомые рассказывали, что в Германии нет муки и подсолнечного масла. Посмотрите, сколько муки есть в Польше, вообще никакого дефицита, ни сахара, ни муки. Нет, это вот мука, вот сахара сколько. Вот, ну, и самое интересное это масло. Масло тоже куча у нас всего в Польше, поэтому в Польше вообще никакого дефицита в продуктах нет. Девочки, показываю вам отдел, который предназначен здесь в Польше для животных. Здесь немножко в этом конкретном польском магазине цены немножко выше, потому что я видела вот этот Феликс. Иногда по акциям бывает за злотый с чем-то. Короче, здесь немножко выше цены. Вообще, знаете, что меня удивило? Что вот вискасом он вообще типа как-то супер дорого стоит. То есть на гривны это 20 чем-то гривен. А у нас ну как бы считается недорогой корм. Вот, поэтому я возьму вот этот вот Привитал сейчас. Сколько мне многие девочки сбросили денежку. Вот, за что вам большое спасибо. Я сейчас куплю кучу вот этого корма. Разного, наверное, возьму. Девочки, короче, взяла вот такой вот корм. Я никогда не брала. Ну, в общем, тут пачек 15-20. И сейчас давайте с вами посмотрим еще. Я сейчас покупаю обычный в магазинах, но тут, честно говоря, цены на сухой дороговаты. Вот, в Лидле есть хорошие цены. Но я купила сейчас сухой, то есть сухой есть у котов. Сейчас вот здесь вот еще возьму парочку мокрых. Вот такие еще возьму. Вот, и в целом, да, сухой пока что есть, но я вот этот еще корм увидела, смотрите, тут за 2 килограмма 22 злотых, то есть это типа 200 гривен. Ну, здесь дороже, конечно, животных кормить, содержать, вот, поэтому пока что я еще не пошла на работу, это очень существенная помощь для животных. Вот, а сухой я еще заеду какой-то попроще еще в ближайшее время в супермаркет, обязательно вам покажу. Девочки уже приехали домой с магазина, 8 часов. Вот столько я набрала на ваши донаты корм. Ну, естественно, это еще не все, просто потому что я сейчас взяла самое необходимое. Вот, и дальше показываю вам посылку от моей подписчицы. Боже мой, сколько всего она купила. Я в шоке, девочки. Смотрите, вот такой вот перфект фит. Это хороший корм, не знаю, это профессиональный. Кстати, похож котик на моего кота Синю. Дальше, ого, она купила 3 огромных таких упаковки. Sensitive, Junior и Adult. Боже мой, посмотрите. Я в шоке. И здесь каждая упаковка вот 750 грамм. Вот такие вот большие. Мои котики с удовольствием будут это есть. Купила вот такой вот гурмешку. Боже мой, Молик обожает гурмешку. Вот такие вот паштетики, 2 штучки. Вот еще одну такую упаковочку. И вот такие вот, ой, что это? Это гурмешка тоже. Посмотрите. Боже мой, я просто в шоке. Вот такие вот с разными вкусами. И вот такую вот гурмешку. Смотрите, здесь 4 палочки. И вот такую вот тоже. Боже мой, это все гурмешка. Маляш сойдет с ума. Остальные котики, они очень любят этот сорт. Так что спасибо большое. В общем, вы не даете помереть моим котикам с голоду, и мне тоже. Поэтому спасибо большое за помощь. Вот я еще, безусловно, каждому персонально пишу благодарственные слова. Но просто не знаю, можно ли там раскрывать ник Инстаграма или нет. Поэтому я как бы вот так вот показываю вам, как сильно мне помогают мои подписчицы. В общем, я просто с большим удовольствием хотела сказать, я буду это кушать. Котики это будут кушать. Так что вот так вот такие вот запасы корма на ближайшее время. Я еще пойду большой куплю ящик на ваши пожертвования. Куплю большой, ну такой вот корма такого попроще. Вот он профессиональный, мы уже купили.
Вот, чтобы было у котов вот такой вот запас. Поэтому спасибо вам большое, девочки, я просто в шоке. Большая благодарность моей подписчице Наталье за то, что она вот отправила такую посылочку. Я вообще просто в нереальном восторге и шоке, поэтому спасибо большое, что вы мне так сильно помогли и моим котикам. Мы никогда этого не забудем, они с удовольствием вообще едят любой корм, а такой вообще хороший, так тем более с удовольствием, поэтому спасибо вам. Также решили покормить всех животных. Молика кормим отдельно, потому что она очень медленно, очень-очень медленно кушает, вот, и ее остальные животные объедают, вот, поэтому мы ее обычно закрываем в ванной, там на 5-10 минут, пока она покушает. В общем, сейчас всем насыпем влажный корм, и они все с удовольствием покушают. Все обновочки, вот тут вот уже Фред, но мы сейчас ему отдельно. Вот Фредка тоже пришел кушать. В общем, Фред вообще мой любимый кот, потому что он рыжий, всегда мечтала иметь рыжего кота. Вот, но не кушали с утра, они вот сейчас еще кушают. Я миксую обычно влажный и сухой корм. Вот, ну то есть один день, ну не один день, один прием пищи как бы влажный, один прием сухой. Ну что, девочки, я помыла голову, теперь могу хоть к вам выйти. Сейчас буду кормить своих животных новым кормом. Вот мои подписчицы, вот они уже тут все собрались. Я их кормлю обычно, ну на стол им нельзя, не знаю, на подоконнике, потому что собака все, короче, съедает, вот, и Молли отдельно кормлю. В общем, решила начать с вот этого вот корма. Я прям вообще целый день, у меня такое, знаете, теплое, позитивное настроение, потому что на самом деле обо мне никто никогда, ну, типа, не то, что не заботился, но в целом я всегда всю жизнь, типа, знаете, предоставлена как бы сама себе, и что я там сама себе решу, то как бы и будет, вот. И для меня, ну, это так вообще непривычно, и так мне приятно, чтобы мне кто-то о моих животных позаботился. Ну, честно, я просто до слез расстроена, девочка. Ну, не знаю, поймете вы меня или нет, может быть, как бы для кого-то покажется, ой, типа, Жанна, что ты, короче, тут. Я не знаю, поймете вы меня или нет, потому что для кого-то может показаться, что Жанна, что ты, короче, палку перегибаешь, вот. Но для меня, вам честно скажу, для меня это супер-супер ценно, когда... Потому что в моей жизни такого, чтобы обо мне кто-то заботился в каких-то тяжелых ситуациях, ну, не было. Обычно, когда какая-то, знаете, типа бизнесовая или тяжелая ситуация, обычно я Жанна всегда сама. Поэтому для меня это очень приятно, вот, тем более, что с животными, я думаю, вы сами понимаете, как это тяжело, но несмотря на то, что куча вообще каких-то, набегала каких-то мужиков непонятных на мой канал и пишут, ну, девочки, ну просто всякую херню, не знаю, где-то у мамки на диване лежат, короче, и пишут всякую херню, типа, брось котов, усыпи их, что-то вообще, типа, какие ужасы не предлагают сделать. Я вам, дорогие мужчины, которые зашли на мой канал и желают мне такого, я предлагаю сделать и то же самое, как бы, я не знаю, с теми, кого вы любите. Вот вам это надо или нет? Ну, короче, такие предложения, пожалуйста, не пишите, я сразу буду банить. Я уже сегодня перебанила кучу, которые гадости пишут, но они лезут, как бы, знаете, один пришел на канал, все, второй такой же тоже пришел. В общем, сейчас буду уже кормить животных. Видите, они какие, ой, блин, у меня включилось. Видите, очень сильно хотят корм. Вот корм, и я сейчас буду насыпать уже его. Боже мой, Фред уже прям на меня залез. Так сильно хочет, он, видимо, очень ароматный. У меня вообще, честно говоря, коты очень любят менять разные фирмы корма. Вон, видите, с удовольствием едят. Ну, конечно, им на столе нельзя есть, но они с большим удовольствием, да. Так что, Наташа, моя подписчица, спасибо большое за такой вообще шикарный подарок. Вот. Буду их обязательно кормить. Я вот так даже, знаете, для того, чтобы мне корм настроение поднимал, даже вот так вот поставила это все, чтобы у меня стояло. В общем, я в диком восторге, вот. И также еще... И также большая благодарность всем девчонкам, потому что не знаю, можно ли
называть имена, в общем, которые мне прислали денежную помощь на животных. Я обязательно все эти денежки очень благодарю. Вот я всем уже написала благодарственные сообщения. Обязательно все эти денежки я буду тратить исключительно на моих животных, на котиков. Вот, и сделаю им запас на большое количество времени, вот, потому что ситуация сложная, не знаю, многие говорят про мировой голод. Знаете, я в любом мировом голоде как бы не за себя беспокоюсь, да, а, за животных я не знаю, как будет. Меня это так все пугает, вот эти пандемии, голоды, войны. Не знаю, интересны ли вам мои мысли на эту тему или нет, но меня это все жутко пугает. Вот, поэтому завтра у меня важное событие. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь со мной. Обязательно завтра будет влог. Вот, но, девочки, вы вообще самые лучшие. Всем спасибо.